Я уже бегу навстречу с моим учителем будущим. Вот. Тут компьютер. Вот. Надеюсь, все пройдет хорошо. Я почему-то очень волнуюсь. Вот и напряжение небольшое. И машина. Чуть не задавила. Вот. Но все нормально будет. Волосы лезут в лицо. Ну да. Надо смотреть в камеру. Я смотрю в камеру. Вот. Короче, в общем-то, да. Иду я. Звук плохой будет. Пожелайте мне удачи. Файтинг, Лена. Ой, мама. Вот это фейл в конце. Я жду автобуса. Вот знаете, он же никогда не приезжает вовремя. И у меня одна так. Ребята, я приехала в студию. Сейчас покажу вам, как тут круто. Вау! Очень круто, прям такая атмосфера. У меня все. Я дрожу. Я давно закончил What's Итак, Андрей, я приехала к тебе сегодня, чтобы рассказать свою историю и попросить тебя, чтобы ты научил меня всем прелестям создания музыки. Начну с того, что я веду свой проект, вот. И этот проект заключается в том, что изначально, я начну лучше сначала, чтобы объяснить вообще. Я фанат группы, определенной группы. Какой? Фанат группы BTS. Вот. И фандом, армии, наверное, ты слышал что-то подобное. И фандомы много чего делают для своих любимых артистов. И вот у меня возникла идея взять и написать им песню, посвященную, благодарность от фанатов. Вот. Поэтому я собрала целую группу людей, которая также со мной хочет этим заниматься. И мы уже даже записали первое видео на наш канал. У нас есть и ТикТок, и Инстаграм, и все вот это вот, вся эта история. Вот. И чтобы продолжать деятельность, работу, мне нужно научиться создавать биты, музыку. Я пыталась сама на телефоне, что-то приложение. Наверняка ты тоже это пробовал когда-то. Очень, кстати, мало, но пробовал, да. Вот. Но все равно у многих есть такой опыт, что они не знают, с чего начать, и начинают с приложения на телефон. Поэтому, как ты к этому относишься? Вообще что-нибудь скажи, ты как... Слушай, вообще круто и неожиданно, что у вас сформировалось такое сообщество именно поддержки BTS, учитывая, что, насколько я знаю, они сейчас в армии. Да, они в армии, и наоборот, это нас больше мотивирует. Создаем какую-то историю. Уже были какие-то взаимосвязи с ними? Или вы просто сообщество в России, российское сообщество, да? Да, это русское сообщество, но мы нацелены на мировую аудиторию. Это наша мечта, это наши планы, Вот. И чтобы это осуществить, нужно мне и всем учиться работать. Поэтому я очень это хочу сделать. Я понял, я за, это хорошее дело, все во имя музыки делать. Да. Ты не представляешь, как они меня вдохновляют на то, чтобы делать музыку. Вот, это вообще кошмар какой-то. Такого никогда не было. Ты понимаешь, у них разные стили. Есть и рок, и всякая эта история, даже в стиле 80-х. То есть, это многообразие звуков. Поэтому я захотела попробовать тоже окунуться в эту историю. И это невероятное воодушевление какое-то. Я также начинал, кстати, меня тоже много какие артисты вдохновляли именно писать что-то свое. Я никогда не забуду это первое ощущение, когда ты пришел на студию, и ты увидел, как делается, например, рок. Мой любимый жанр — это рок. И я, когда увидел, как это создается, у меня таких эмоций больше не было.
То есть она вот первый раз происходит, все, потом это уже ты привыкаешь. Ну, в любом случае, я их треки слышал и слушал, как бы там достаточно все понятно по жанру. То есть это просто у них определенный есть стиль свой, да, но и он понятен в любом случае. Он для всех. Ну, мировое что-то. Вот, короче говоря, так вот. Круто, круто, будем делать дальше. Наверное, мы на этом закончим и побеседуем лично уже. Так, ребята, мы сидим, разбираемся с моим компьютером. Вот. Он у меня старый, поэтому с ним нужно долго работать. Но мы справимся с этим. Так, у тебя ты на рутрекер туда не заходила? Нет. Слушай, ну, на самом деле, блин, я предлагаю все-таки отложить затею с обучением на этом компьютере, потому что мы просто очень много времени будем терять. Вот, и ты просто комфортно не сможешь обучаться, потому что у тебя, ну, у него просто потупливает браузер даже. Да. Очень полезная. Короче, как-то так. Ну, просто даже сейчас пытаться не хочу что-то скачать. Это просто не нужно здесь. Так, а что по памяти, кстати? Вот такие дела. Да. Я вышла из студии звукозаписи. Там было так круто. Очень, я под впечатлением. И так хочется быстрее начать учиться, начать делать свою музыку. Просто невероятно хочется. Я надеюсь... Ну, я не очень много снимала, потому что я была на эмоциях. Вот. И ничего страшного, потому что вы это увидите еще много раз. Я буду учиться, буду что-то записывать, чтобы вы видели, как мы работаем, как у нас двигается процесс. Надеюсь, вам будет интересно. Мне очень интересно. Прям невероятно, потому что... эти эмоции. Всем спасибо. Всем пока. 감사합니다. 사랑해요.